Так, друзья, всем привет! Давно меня спрашивали по поводу винтов на лодочный мотор Yamaha 8. Все пользователи этого мотора знают, что самые лучшие винты на Yamaha 8 это оригинальные винты Yamaha. С завода на Yamaha 8 стоит винт шагом 7,5, но этот винт в одного человека просто дает сильный перекрут. Поэтому в одного или вдвоем налегке лучше всего использовать винт с шагом 8,5. Здесь у меня оригинальный винт Yamaha с шагом 8,5. Данный винт сейчас стоит просто космических денег. Оригинальные винты от компании Yamaha сейчас стоят очень дорого. Поэтому я решил взять вот такой винт. Давайте сейчас его откроем и посмотрим. И протестируем этот винт. Винт от компании Geomarine. Сейчас я его открою. Вот. Это винт тоже с шагом 8,5. Диаметр 8,5, шаг 8,5. N это у нас диаметр ступицы. Винтик тоненький, винтик сделан хорошо. Давайте сейчас его протестируем. В целом винт в точности повторяет все размеры от оригинального винта Yamaha. Друзья, напоминаю, что лодки флагман вы можете купить с моей скидкой. Чтобы получить скидку, нужно связаться со мной по электронной почте, либо по телефону, который я оставлю в закрепленном комментарии. Для тестов я возьму лодку флагман ДК 390 игла. Вот такая прекрасная лодка. Казалось бы, огромная лодка, но эта лодка позволяет использовать достаточно немощный мотор. Вот Yamaha 8 вполне справляется с этой лодкой. И попробуем разобраться, есть ли смысл брать неоригинальный винт от компании Geomarine на лодочный мотор Yamaha 8. Также эти винты подходят на четырехтактные моторы Yamaha 8 9.9. Ступица у них одинаковая. Все, поехали тестировать. Так, давайте спускать лодочку. Флагман. Ох, ДК 390 игла. Одному, кстати, с ней справиться достаточно легко. Я просто вчера тут ее сильно затащил. Сейчас я ее... Сейчас посмотрим, как она поедет с Yamaha 8. С лодкой одному можно справиться, да, она там не легкая. Завели моторчик. Давайте посмотрим, какая будет скорость, какие будут обороты на оригинальном винте Yamaha 8. Ямашка работает очень тихо. Давайте прокатимся и посмотрим. Посмотрите, как работает Yamaha 8. Yamaha 8, конечно, это мой любимый моторчик. На винте с шагом 8,5, оригинальном винте Yamaha, обороты где-то 5630, 5650, скорость максимальная 33-34. Очень неплохо для лодки флагман ДК 390 игла. Видим, какая огромная лодка. Yamaha 8 разгоняет эту лодку до 33 км в час. Посадил еще одного человека, масса где-то 75 килограмм. Сейчас посмотрим, какие будут параметры на оригинальном винте шагом 8,5. Поехали. На оригинальном винте с шагом 8,5, скорость где-то 29, обороты 5380. Посмотрите, какая здесь красота. Скалы. А я тестирую винты. Давайте немножко покажу вам природу, а то все винты да винты, моторы да моторы. Покажу немножко природу. Чуть-чуть. Вон какая красота. Ну вот мы прокатились на винте оригинальном с шагом 8,5. Моторчик работает тихо, приятно, мягко.
Вот этот прекрасный винтик. Вот этот винт я могу всем рекомендовать. Но этот винт оригинальный, поэтому найти его сейчас будет достаточно сложно. А если даже он есть в продаже, то стоит он безумных денег. Сейчас мы посмотрим, какие будут скоростные показатели и какие будут обороты с той же самой нагрузкой. Вот мы видим винт. Он практически точная копия оригинального винта Yamaha. Винт от компании Галмарин, вот со мной в одного массы 100 килограмм, дает примерно такие же скоростные показатели, 33-34. Однако обороты уже, ребят, повыше. На оригинальном винте обороты где-то 5600, а на винте с шагом 8,5 этой компании Галмарин обороты уже 5800. То есть этот винт уже скорее всего получается, он не шагом не 8,5, а он где-то... Шаг у него близкий к 8, может быть 8 с хвостом, но явно не 8,5. Вот видим, какая тут красота. Сниму для вас специально немножко карельских скал. Давайте посмотрим, как красиво. Данный винт использовать можно. Для одного человека, конечно, не так предпочтительный, как оригинальный. Этот винт является максимальным в линейке компании Галмарин, то есть вот винта большего шага просто не существует. Никаких посторонних звуков я не заметил, то есть нету никакого свиста, никакого воя, как вот обычно бывает на плохих винтах. Моторчик работает хорошо, единственное, обороты немножечко повыше, чем на оригинальном винте с шагом 8,5. Вот видите, нас прибили к скалам. Карелия, красота. Так, вот я посадил в лодку второго человека, масса где-то 75 килограмм. Сейчас попробуем прокатиться на винте от компании Галмарин с шагом 8,5. Так, ну что, какой можно сделать вывод на винт шагом 8,5 от компании Галмарин? Опа, рыбка плещется. Шаг у него получается более грузовой, чем у оригинального винта шагом 8,5. Обороты 5770 вдвоем. Скорость на километр быстрее 30-31. Поэтому данный винт не может заменить оригинальный винт шагом 8,5. Однако винт сам по себе неплохой. Выдает неплохие скоростные характеристики, поэтому данный винт можно рекомендовать для использования скорее вдвоем. В одного такой винт использовать нет смысла. Хотя в теперешних условиях, в принципе, если не купить оригинальный винт 8,5, этот винт тоже вполне себе можно использовать. Но шаг у него будет не 8,5, а шаг у него скорее 8 или даже уже может близкий к шагу 7,5. Так, ну что, всем спасибо за внимание, ставим лайки, подписываемся на канал. Данный винт, кстати, вы можете купить со скидкой, по моей ссылке будет скидка 10%, и также на другие товары от компании Галмарин в магазине Zip Marine. И подписываемся на мой прекрасный канал.